Приветствую! Сегодня мы с вами поработаем немножечко над базой, да, и мы сегодня с вами будем делать из бокового удержания, да, будем делать переход на кимуру и с дальнейшим переходом на удушающий. Наша задача какая? Когда соперник находится в сайд-контроле, да, мы с вами все знаем, у нас есть классические захваты. Это вот, когда мы ладонь в ладонь держим вот здесь. Но, допустим, для выполнения данного приема мне необходимо сделать так, чтобы мои руки были не в замке, а я вот кладу ладошку в ладошку и руки ставлю вот на плечо. Далее ногой отключаем руку сопернику, да, мы прижимаемся, отключаем ногой руку. Далее делаем смену ног, меняем ноги, делаем смену ног, обязательно стараемся положить свою голень выше его локтя, да, ему на бицепс, и тазом опускаемся вниз, тем самым придавливаем руку и не даем ее оттуда достать. Далее, после того, как мы зафиксировали положение, убираем руку из-под головы, ставим ее как опорную и рукой затягиваем плечо на себя так, чтобы соперник оказался четко на одном боку. Да, мы прям затягиваем вот сюда. Далее моя нога перешагивает за голову и садимся, бедрами плотно сжимаем, забираем вот такое положение. Далее, после того, как мы взяли это положение, мы делаем смену рук. Мы делаем смену рук не в таком вот, да, не вот так вальяжно, а все плотно. Мы прижались, приподняли за собой руку. Видите, у меня локоть всегда прижат к груди. Просунули руку свою левую, правую руку взяли кисть, левой рукой взяли кисть. И не отрывая его локтя от моей груди, мы делаем движение в сторону, наверх, и выводим за спину. Еще раз. Значит, у нас был классический сайд-контрол. Мы вышли сюда, взяли ему плечо, прижались. Одной ногой отключаем руку. Далее делаем смену ног и таз запускаем вниз. Ставим опорную руку, затягиваем его на себя и садимся, бедрами плотно зажимаем. Не убирая плотности, да, моего захвата, вот его локоть всегда с моей грудью. Мы меняем руки, берем кисть и уводим на кимуру. Если соперник держит там руки в замке, да, или пытается там куда-то руку прячет вниз, мы, да, допустим, убирает там вниз, или у него руки в замке, и у нас не получается, мы делаем вот такую вещь. Мы берем его пояс, передаем вот сюда к себе в руку, убираем ногу, забираем здесь отворот и отсюда производим удушающий. Еще раз. Сразу, да, перейдем к конечному варианту. Чтобы выйти на удушку, да, соперник по-любому будет защищаться. Он по-любому будет защищаться, да, будь то это руками. И поэтому, когда вы не можете вытянуть, вы забираете пояс, передаете его в ту руку, где контролируете кимуру, тем самым зажимая, да, здесь руку. Убираете ногу с головы, рука сразу переходит на отворот, уходим сюда и отсюда доделываем удушающий. Да, мы просто ложимся, растягиваемся и отсюда начинаем душить. Вот такая у нас сегодня комбинация. Она и относится к классическому варианту, да, и немножко такое дополнение, переход на удушку. Очень, я думаю,
поможет тем ребятам, кто любит бороться по базе. Поэтому пробуйте, учитесь и побеждайте.